Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Добро пожаловать в мой мир ниткотерапии. Вы на канале Алена и Мия, и наш новый выпуск мастер-класс перчаток, связанных с помощью чулочных спиц и пряжи пух норки. Да-да, снова пух норки. Но только взгляните, какие из этой пряжи получаются пушистики, теплые, мягкие и пушистые перчатки всегда пригодятся в холодное время года. Помните, в одном из предыдущих видео мы вязали синий капор? Ссылка на видео будет внизу в описании. В комплект к нему я связала вот такие вот перчатки. Пошагово. Как их вязать, покажу в этом видео, так что кому интересно, будем вязать вместе. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, начали. Для работы нам понадобятся следующие инструменты. Первое – это чулочные спицы. Вот такой вот два комплекта. Спицы номер 3 и спицы номер 4. Также нам понадобится игла и маркер. Маркера достаточно одного. Естественно, ножницы. Дальше нам нужна будет схема расчетов петель на наши пальцы. У каждого она будет индивидуальная. Я ниже объясню и расскажу, как это все рассчитать. Также нам понадобится дополнительная нить. Ну и, конечно же, основная наша нить – это пух норки. У меня, девчонки, на перчатке пошел один моток, но пошел только потому, что у меня с этого вот капора, помните, мы вязали, остался один моточек. Вообще в идеале на такие перчатки заказывайте 2 мотка. Дальше я в ходе вам объясню почему. Поскольку у меня был один моток, то я очень экономила, и также обязательно вам покажу, в каких местах я экономила. Ну, в принципе, если вы тоже хотите сэкономить, но связать перчатки, тоже можете попробовать. Но это очень рискованно, и в принципе очень внимательно смотрите видео, шаг по шагу я все вам расскажу. Коротко о нитках. Заказала, как всегда, на Алиэкспресс. Ниточки очень классные, они идут в комплекте. Вот такая вот дополнительная нить, вот как бы она как фиксатор, и основная нить. Это комплект, нитки, повторюсь, идут в комплекте. Девочки, здесь действительно длинный ворс, потому что предыдущий бактус я вязала с пухом норки с другой этикеты. Там был такой вот, знаете, ворс густой, но не длинный. А здесь именно ворс очень длинный, даже не вычесывая. В составе пишут 95% шерсти, но не знаю, насколько это правда. Здесь в большом моточке 50 грамм, в основном в дополнительном 20 грамм, и метраж 340 метров. Буду вязать в 2 основные нитки. Как это буду делать? Одну ниточку буду брать, вот, которая с краю, и вторую нитку буду брать со середины мотка. Вот так вот. 2 основные, ну и 1 дополнительная нить. Вот наша основная нить готова. Так, в 2 основные, 1 дополнительную нить. И теперь приготовим дополнительную нить. Она у нас временная. Обязательно, чтобы был контрастный цвет и чтобы эта нить не была пушистая. Ну, в идеале хорошо бы было, чтобы толщина этой нити была такая же, как и основной. Берем спицы номер 3, чулочные спицы. И на спицы номер 3 я всегда набираю на 1 спицу, но сильно не затягиваю. Делаем вот так вот. Основная нить у нас сверху, дополнительная нить снизу. Это я начинаю фабричный набор. И вот так вот входим пальцами между этими нитями так, чтобы основная была сверху, дополнительная снизу. Правой рукой нити придерживаем вместе со спицей. Вот так вот. Вот. И пальцем придерживаем наши ниточки. Вот. И начинаем самым обычным способом набирать петли. Показываю еще раз. Вот, входим пальцами между нитьми, так, чтобы основная нить сверху, дополнительная снизу. И самым обычным способом набираем нити. Правой рукой немножко придерживаем, пока не наберем там до 5 петель, даже достаточно 2-3.
И уже пускаем и нормально себе делаем набор. Итак, набираем. Я набираю 44 петли. Если у вас кисть потолще, то вы просто набираете не 44, например, а плюс 4 еще добавьте, чтобы у вас 2 сантиметра добавилось. Или еще больше. И вот набираем. Я набираю сначала на одну спицу, а потом разделяю. Можете сразу разделять на 4 спицы. Поскольку это чулочное вязание, то легче вязать на 4 спицах. Ну, кто как вяжет. Есть девочки, которые любят на 2. Я вяжу бабушкиным способом, так как учила меня мама, на 4 спицах. Вот, дополнительную нить я отрезаю. Она мне не нужна будет уже. И теперь разделяю наши 44 петли на 4 спицы. То есть по 11 петель на каждой спице. Только смотрите, чтобы они не были перекрученными. Можете набрать обычным набором, не морочиться с фабричным. Но обычным набором у вас перчатка, резинка будет такая вот как бы не держать форму. Мне очень нравится фабричный набор. Вот я набрала на 4 спицы, разделила по 11 петель на каждой спице. И теперь дополнительную нить я просто связываю. Повторюсь, если у вас кисть пошире, то на каждую из спиц добавьте, например, по 1 сантиметру. Если у вас, скажем так, 2 петли, это 1 сантиметр, тогда на каждую спицу добавляете по 2 петли. То есть вы уже автоматически добавите себе 4 сантиметра. Размеры моей руки я вам обязательно где-то там в видео покажу. Так, вот смотрите, дополнительную ниточку я связала и кончики себе отрезала, чтобы они мне не мешали. И в идеале, если бы я не делала на видео, вот эти кончики мне служат как маркер. То есть я вижу, что здесь начало и конец ряда. Поскольку делаю вам на камеру, то вот в этом месте я дам маркер, чтобы видно было, что это начало и конец ряда. Вот эту вот ниточку можно потом уже заправить иглой, но я не заморачиваюсь и сразу завяжу вот здесь вот маленьким узелком, и я этот кусочек нитки просто-напросто возьму в работу и буду вязать. Скажу вам так, что абсолютно не видно, чтобы там было пару петель грубо. Мне нравится, я делаю так. Если вы хотите уж прям так очень-очень идеально, то можете оставить этот кусочек нитки и потом иголочкой где-то его там себе спрятать. Итак, первый ряд начинаем работать. То есть у нас на 4 спицах по 11 петель, всего 44 петли. Так, первый ряд вяжем резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная. И вот смотрите, за переднюю стенку первая петелька лицевой. Это не тяжело, просто на камеру 4 спицы, не хочу, чтобы вам был эффект выколоть глаз. Так, вторая изнаночная. И в идеале вы бы ее вязали вот так вот изнаночной. Но здесь мы делаем фабричный набор, и потому изнаночную не провязываем, нить перед работой, ее просто снимаем. Снова лицевую лицевой за переднюю стенку, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. И так вяжем целый ряд. Лицевую лицевой, изнаночную не провязывая, снимаем нить перед работой. Таким образом провязываем петельки на каждой из наших спиц. Лицевая вяжем лицевой, изнаночную протягиваем нить перед работой. Вот. Теперь вторая спица, то же самое. Раз на первой закончили лицевой, значит здесь изнаночная, нить перед работой. Перед работой лицевая лицевой, изнаночную снимаем, не провязывая, нить перед работой. И так вяжем до конца маркера. Теперь второй ряд нашего фабричного набора. Здесь мы делаем наоборот. В первом ряду мы вязали лицевые, а изнаночные снимали, не провязывая нить перед работой. А здесь наоборот. Лицевую мы снимаем, не провязывая, только нить не перед, а за работой. Вот, вот так вот.
снимаем не провязывая нить за работой. Изнаночные вяжем изнаночными. Вот, надеюсь, вам видно. Лицевую снимаем не провязывая нить за работой. Изнаночную вяжем изнаночной. Вот таким вот образом. Сейчас я вам попробую увеличить, чтобы вам было понятней. Вот. Лицевую мы просто снимаем, не провязывая нить за работой, а изнаночную вяжем изнаночной. И так на всех спицах делаем. И так вяжем целый ряд. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную вяжем изнаночной. Вяжем так до конца ряда и встречаемся на маркере на третьем ряду. Третий ряд такой же, как первый. Лицевую вяжем лицевой за переднюю стенку. Изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. То есть так же, как и первый ряд вязали. Лицевую вяжем лицевой за переднюю стенку. Изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. И так вяжем до конца ряда, до маркера. И последний, четвертый ряд фабричного набора делаем точно так же, как и второй ряд. То есть лицевую снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную вяжем изнаночной. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную вяжем изнаночной. И так вяжем до конца ряда. Встречаемся на маркере на пятом нашем ряду. Вот смотрите, немножечко сыпется этот пушок, видно на черном фоне. Итак, смотрите, пятый ряд. Я поменяла спицы на номер 4. Я поменяла сразу, можете в процессе менять. И теперь, начиная от пятого ряда, вяжу обычным способом резинку 1 на 1. То есть лицевые вяжу лицевыми, изнаночные вяжу изнаночными. И вот здесь вот я вам скажу, почему нужно 2 мотка. Потому что я здесь себе резинки провяжу 10 рядов. Только 10 рядов. Но вы себе вяжите подлиннее. Вот так, как я вам показывала, когда вязала бактус, показала, что с остатков ниток связала перчатки, и там резинка была длиннее. То есть чем длиннее резинка, тем эффектнее, красивее будут держать форму сами перчатки. Перчатки не будут соскальзывать, это раз, это как бы эстетическая сторона, и практическая сторона намного теплее будет рукам. То есть вы вяжете себе резинку на длину, вот в тех красных перчатках я вязала 28 рядов. Здесь я себе провяжу только 10 рядов. И да, кстати, можно уже снимать нашу дополнительную нить. Не можно, а нужно снимать, потому что мы начнем мерять, а с дополнительной нитью это будет неудобно. И вот смотрите, я снимаю дополнительную ниточку. Обычно иглой можете разрезать, как вам удобно. То есть избавляетесь от вот этой вот дополнительной нитки. И обратите внимание, какая у вас край резинки. То есть это и есть фабричный набор. Резинка очень красивая, она упругая, она держит форму и при растяжении возвращается на место. Вот видите? В обычном наборе она не будет держать формы так, как вы делаете при фабричном наборе. Потому настоятельно рекомендую, особенно в носочках, рукавичках, делать вот такой вот набор. Ну и теперь вешаем наш маркер, поскольку уже нету значка, что начало и конец ряда в определенном месте. И вяжем обычным набором, обычной резинкой 1 на 1, повторюсь, то есть лицевую вяжем лицевой, изнаночную изнаночной. И вот сам краюшек резинки просто не могу налюбоваться.
Вообще нитка в работе, девочки, нитка терапия. Вам говорю, очень удобно. И вяжем на свою длину. Вот я вам ставлю фото перчаток, которые я вязала для мамы из ниток, которые у меня остались. Видите, я здесь провязала 28 рядов резинки. Но поскольку у меня тут только синего мотка только один моток, я экономлю, и я провязала себе здесь только 10 рядов. То есть 4 ряда вот этого фабричного набора резинка плюс 10 рядов я провязала резинкой. Но повторюсь, если у вас один моток, то вяжите так же. Но если у вас потолще рука и хотите более красивые перчатки, то вы вяжете себе резинку подлиннее. Вот, я провязала, повторюсь, 10 сантиметров. И теперь смотрите, теперь будем вязать правую рукавичку. Сначала, потом мы свяжем левую, но сначала вяжем мы с вами правую рукавицу. Смотрите, что мы делаем. Одну петлю, то есть у нас на каждой петле по 11 петель, так? На каждой спице по 11 петель. Я вот на одну спицу перебрасываю 12 петель. Это будут петли пальца, большого пальца. И на второй спице у меня останется 10 петель. То есть сейчас я буду ввязывать тыльную сторону и ладонь перчатки. И вязать я буду на 3 спицах. Ну или на 4, так? Материал у меня будет на 3 спицах. Я перебираю теперь, вяжу обычной лицевой гладью. После резинки, это первый ряд после резинки, так? Вяжу все обычной лицевой гладью. Обратите внимание, что изнаночную петельку вяжем лицевой за заднюю стенку, а лицевую вяжем лицевой за переднюю стенку. Это переход с резинки 1 на 1 на лицевую гладь. Делайте это так, чтобы у вас не было перекрученных петель. И вот у нас наши петли на 3 спицах. Видите, на одной спице у нас ладонь и на 2 спицах тыльная сторона. То есть на одной стороне у нас 22 петли и на второй стороне тоже 22 петли. И вяжем так по кругу все петельки лицевыми. Это будет наш первый ряд. Вы можете провязать, смотря какой подъем руки у кого. Можете провязать не один ряд, а, например, 3 ряда. Если у кого-то пухленькая рука, можете просто провязать 3 ряда лицевыми петлями. Я вяжу только один ряд, поскольку у меня мало пряжи. Хочу вам просто показать, как бы сделать мастер-класс. Если у вас 2 моточка пряжи, то смело вяжите 3 ряда лицевой гладью. Но я думаю, не больше. От 1 до 3 рядов достаточно. И теперь смотрите, мы будем делать прибавки для правой рукавички за маркером. То есть вот мы провязали 12 петель на большой палец. И теперь мы будем делать прибавку за маркером. Вот в такой вот способ. Сейчас я вам, подождите, увеличу, сделаю резкость и покажу еще раз. Вот видите? Вот так вот делаем прибавку. Прибавку делаем необычным способом, чтобы не было дырочки, а поднимаем с протяжки петли снизу. Вот. И делаем в такой вот способ. Вот. Не вот так вот, чтобы стенка петли смотрела на вас, а еще раз покажу. Возьмите себе спицы и попробуйте то же самое вот так. Вот в такой вот способ. И скрещенной лицевой за заднюю стенку, вот у вас так смотрятся петельки, и скрещенной лицевой за заднюю стенку вы вяжете лицевую петлю. У вас выходит вот так вот. Это будет набор петель с наклоном влево. Вяжем до конца ряда. Второй ряд вяжем без прибавок. Потом 3-й ряд, снова прибавка за маркером. И так делаем прибавки до того момента, пока у нас вот здесь вот не будет 22 петли. Потому что те петельки у нас на палец, мы их снимем, используем на палец. Так, вот смотрите, мы провязали первый ряд, теперь провязали второй ряд.
вяжем второй ряд, и вот наша прибавка. Во втором ряду мы никаких прибавок не делаем, все петли вяжем лицевой. И эту нашу прибавку мы тоже вяжем лицевой. Вот так вот у нас должно получиться. Так. Во втором ряду, вот наш, в третьем ряду, вот наш третий ряд, последняя петелька второго ряда, и начинается наш третий ряд. Мы снова с протяжки в третьем ряду делаем прибавку. Покажу еще разочек вам, как делаем прибавку. Можете помочь правой спицей, можете сразу левой. Вот, хоп, и делаем прибавку из протяжки и провязываем ее за заднюю стенку лицевой. Вот так вот. Сейчас сниму и еще раз покажу вам. Вот, за маркером делаем прибавку с наклоном влево. Вот наши 12 петель на палец. И нам теперь, видите, вот как бы правая рукавица на палец. И нам нужно будет сделать прибавок так, чтобы хватило петель на ладонь. То есть у нас пока есть кусочек, а нам нужно увеличить до 22 петель. Потому мы делаем после большого пальца прибавки с наклоном влево. Так, и вот последний разочек вам покажу эту прибавку. Делаем вот так вот. Левой спицей входим в протяжку. И с этой протяжки за заднюю стенку вяжем ее скрещенной лицевой. Вот так вот. И дальше вяжем лицевой. Видите, это вот наша первая протяжка, которая уже провязана, и мы ее дальше вяжем. Второй ряд без прибавок. Потом или четвертый ряд без прибавок. Пятый ряд снова прибавки. Шестой без прибавок. И так вяжем, пока здесь у нас не будет 22 петли. То есть 10 петель было и 12 мы прибавили. Вот смотрите, мы 12 прибавок сделали, 24 ряда провязали, и вот теперь у нас сформировалась структура ладони. Вот, пересчитываем, у нас здесь должно быть 22 петли. То есть мы увеличили наши петельки в 12 раз, потому что было 10. Теперь что мы делаем? На дополнительную нить. Вообще можно бы снять на шпильку, но неудобно, потому что варежки желательно мерять каждый раз на себя. Потому на дополнительную нить, вот так вот иголочкой, мы снимаем эти наши 12 петель, которые предназначены для большого пальца. Вот. И я отрежу, чтобы мне не мешало. Теперь здесь вешаю маркер и буду дальше вязать. Можете себе померить. Вот. Видим, что все хорошо, анатомически нормально уложилась наша перчатка. Так. Если у вас расстояние как бы ладони повыше, тогда вы просто провяжите себе еще повыше петельки. Вот. Я думаю, что будет достаточно. И теперь мы сняли пальцы, петли на палец большой и петли тыльной стороны и петли ладони соединяем в круг и вяжем по кругу, кому сколько нужно будете мерять. Я провяжу на свою руку 8 рядов лицевой глади. То есть по кругу 8 рядов все петли лицевой. И здесь петли ладони можете разделить себе на 2 спицы по 11 петель. И снова у нас будет 4 спицы на каждой по 11 петель. И так вяжем 8 рядов лицевой глади. А вы обязательно померяйте. То есть у каждого человека здесь разное расстояние. Может, у вас надо меньше, может больше. Вот мы вяжем до мизинца на такую длину, которая нам нужна. У меня, повторюсь, вышло 8 рядов. Вот я провязала 8 рядов лицевой глади по кругу. Так. И теперь смотрите. Теперь расчеты на пальцы. У нас с вами
44 петли. 44 мы делим на 4 пальца. Я себе поделила, поставила буковку М, то есть на мизинец у меня вышло 5 петель и 5 петель, 10, плюс 2 наберу воздушные. Показываю на практике, что это значит. Вот наши 44 петли. Так, вот здесь вот будет у нас мизинец. Скоро большой палец, мы петельки оставили себе. То есть 5 петель вот с одной стороны. И 5 петель будет с другой стороны. Показываю. Провязываем этот ряд, не довязывая до 5 петель, предназначенных на мизинец. Так вот, 5 петель на мизинец. Теперь на дополнительную нить иглой мы собираем все наши оставшиеся петли и будем работать только с петлями мизинца. Будем вязать пока только мизинец. То есть все наши петельки, раз у нас 44 петли, то 34 петли мы продеваем на дополнительную нить и ее оставляем. А в работе у нас остаются только 10 петель. Вот. Покажу, почему 10 петель. Смотрите. Мизинец самый тоненький, безымянный палец чуть потолще. То есть на них я оставила по 10 петель. А указательный и большой палец у меня пошире, и я там оставила по 12 петель. И теперь смотрите, имейте в виду, что мизинец расположен немножечко ниже. Ой, перевернула. Вот буковку М я поставила, чтобы так себе не путаться, знать, что это мизинчик. Вот у нас на мизинец 5 петель на одной спице, 5 петель на другой спице. Видите, вот. Остальные петли на дополнительную нить. Вот 5 петель и 5 петель. И 2 петли вот здесь, в промежутке между мизинцем и безымянным пальцем, мне 2 петли надо будет набрать воздушными. Вот 5, 5, видите, и 2. То есть, еще раз покажу, чтобы вам было понятно. 5, 5 и 2. Если вы набрали больше петель, у вас шире рука, тогда, естественно, вы себе побольше добавляете из тех петель, которые есть на ваши пальцы. Вот зеленым цветом это петельки, которые я буду вытягивать из провязанной ткани, а красным это петли воздушные. Смотрите внимательно, не проматывайте видео, и вы все поймете, о чем я говорю. Покажу на одном пальце, на втором пальце, я думаю, третий, четвертый, вряд ли вы будете просматривать, потому что поймете, о чем речь. Вот здесь специально дала другим цветом петельки воздушные, петельки поднятые, чтобы вы понимали, что это значит. Вот эта схемка будет обязательно у меня в группе на Фейсбуке. Ссылка будет внизу под видео в описании. Подходите, подписывайтесь. Вот обратите внимание, что у нас мизинчик расположен, видите, пониже безымянного, указательного и среднего пальца. Потому мы его начинаем раньше всего. Вот и наши петельки. Так. Ну и вязать мы все пальчики будем на 2 спицах и 3 вяжем. То есть наши все петли находятся на 2 спицах и 3 спица рабочая. И теперь петли пальца самым обычным способом вяжем все петельки лицевой за переднюю стенку по кругу. Вот пару рядов провяжу с вами, чтобы вам было понятно. Вот с одной спицы вяжем, переходим, вяжем с другой спицы. Так, и теперь, согласно схемы, у нас здесь красным цветом
было зазначено 2 петельки. То есть мы воздушные добираем еще 2 петли, чтобы у нас на пальчик было 12 петель в итоге. Как я делаю набор воздушный? Вот таким вот способом. Вот набираю на большой палец, накручиваю, и вот в такой вот способ себе набираю 2 петли. Как бы накручиваю на себя, и вот в такой вот способ набираю петли. 2 петли. Теперь у нас получается на одной спице 7 петель, на второй спице 5 петель. Провяжем еще один ряд, и потом наши петли разместим так, чтобы на каждой из спиц было по 6, было одинаковое количество петель. Так, и вяжем. Ой, съехала, простите. Говорю вам, что спицы длинненькие. Вот, вяжем все петли лицевым по кругу. На одной спице, повторюсь, у нас пока здесь 5 петель, а здесь 7, поскольку мы 2 воздушные петли набрали. Вот вяжем наши 5 петель, которые были. Так, вот они. И 2 петли. Эти 2 петельки будет не совсем удобно вязать, но я думаю, ничего страшного. 2 петли это только первое начало. Вот так вот. То есть они тугенько будут расположены один возле другого. И мы вот за переднюю стенку. У меня очень хорошие спицы, потому что они в самом начале такие заостренные, потому легче. Вот, теперь смотрите, я одну петельку перебрасываю на вторую спицу, так, чтобы у меня и на одной спице было 6 петель, и на второй петле 6 петель. Вот, чтобы было одинаковое количество петель. И теперь обычно лицевой гладью все петли лицевой по кругу мы вяжем лицевой гладью. Вяжем на ту длину, какая длина нашего пальчика. Обязательно меряйте. То есть здесь очень тяжело определить, кому какая длина нужна будет, но это очень легко вам индивидуально определить, поскольку каждый из вас может себе мерять и вот знать, когда уже достаточно, так? То есть если вы довязали до кончика пальца, даже не довязывая вот так вот, как у меня, я провязала лицевой гладью, у меня виднеется только кусочек, кончик пальца, я начинаю сокращать. Как я буду сокращать петли, тоже вам сейчас все показываю. Вот смотрите, сокращать я буду на каждой спице, в каждом ряду по 2 петли с наклоном вправо и влево. Вот сейчас я буду делать сокращение с наклоном влево. Переворачиваю 2 петельки спинками и за заднюю стенку вяжу 2 петли вместе лицевой. Вот, у меня будет наклон влево. Дальше вяжу все петельки лицевыми. Последние 2 петли вяжу 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку, и это будут петли с наклоном вправо. Вот так вот. То есть вяжем 2 петли вместе с одной и с другой стороны, только делаем наклоны, чтобы у нас сокращение красиво, эффектно ложилось, чтобы не было вот таких вот барабанных пальцев. То есть сами пальцы худенькие, а на конце такие, знаете, круглые окончания, очень некрасиво. Потому мы делаем вот такое вот красивое окончание наших перчаток, пальчиков. Так, здесь то же самое. Вторая спица, то же самое. Делаем наклон влево. 2 петли переворачиваем стенками. И за заднюю стенку вяжем 2 петли вместе лицевой. Вот так вот. Делаем наклон влево. Здесь делаем вправо. Дальше вяжем петли лицевыми. Следующие 2 петли вяжем с наклоном вправо. 2 петли вместе. Вот так вот за переднюю стенку вяжем лицевой.
Не бойтесь, ничего сложного здесь нет, просто мне на камеру не всегда удобно, поскольку спицы длинные, спицы чулочные, их много. Вот. Вот такой вот способ мы провязываем лицевой. Готово. Теперь следующий ряд. Также делаем убавки. То есть в каждом ряду делаем убавки. Не через ряд, а в каждом ряду. Если через ряд будем делать, то у нас такой вот как бы треугольной формы выйдет пальчик. Тоже не очень красиво. Я пробовала, мне не понравилось, потому я в каждом ряду делаю прибавки. Вот. Теперь здесь первую петлю снимаю, вторую переворачиваю. И вяжу 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Здесь 2 петли вместе за переднюю стенку. И так у меня на спице получится уже не 6, а 2 петли. Кстати, обязательно обращайте внимание, чтобы все наши ниточки вытянулись. Вот, на одной спице у нас осталось 2 петли. Делаем сокращение на второй спице, чтобы осталось 2 петли. И оставшиеся 4 петли мы их просто иглой стянем. Все вам покажу. Вот, первую петлю я сняла, вторую перекрутила стенками и за заднюю стенку провязала лицевой. То есть смотрим, чтобы петельки не были перевернутыми. И здесь 2 петли вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. Вот таким вот образом я вяжу лицевой. Вот все. У нас осталось 4 петли на спицах. То есть мы отрезаем себе кусочек нитки и стягиваем наши 4 петельки, вот эти вот, стягиваем иглой. Кончик нитки уже отрезаем, он нам не нужен. И иголкой собираем все наши петли, все наши 4 петли. Так. И обязательно их прошейте. Их нужно прошить, чтобы они не распустились. Вот так вот, раз и два. И нашу иглу вводим в серединку, выворачиваем. И здесь уже можете завязать узелок, можете не завязывать. Я себе завязала и спрятала ниточку. И вот наш мизинчик уже готов. Вот такая вот анатомическая форма нашего мизинца вышла. Теперь все наши петли, которые мы давали на дополнительную нить, мы одеваем обратно на наши спицы. Так, вот одели наши петли. Видите, потому что нам нужно будет провязать еще лицевой гладью. В данный момент я для своей руки провязала 3 ряда. Вы же смотрите, как у вас. Если у вас пухленькие ручки, тогда, возможно, вам надо будет провязать побольше. Теперь возвращаемся к моей схеме. Обратите внимание, вот наши на желтом фоне наши петли, которые есть. А здесь вот зеленым нам нужно будет поднять 3 петли. То есть 3 петли мы поднимаем из петель, которые уже существуют, то есть из петель мизинца. Здесь мы поднимем больше петель. Вы поднимаете столько, сколько вам нужно петель, чтобы не образовалась между пальцами дырочка. И потом в следующем ряду просто их как бы провяжете 2 петли вместе. Вот обратите внимание, если я подняла бы здесь, была бы дырка. Потому я поднимаю в петельку повыше. Вот, и просто себе поднимаю вот так вот, поднимаю петельки. Они у нас на схеме обозначены зеленым цветом. То есть красным цветом воздушные петли, зеленым те петли, которые нам нужно вытянуть. Вы вытягиваете столько петель, сколько вам нужно, чтобы не образовалась дырочка. По крайней мере, так делаю я. Извините, у меня на камеру немного неудобно. Вот. Я здесь подниму больше, чем 3 петли. Делаю это, повторюсь, для того, чтобы не было дырочек. Вот. Я подняла себе здесь 5 петель. Но в следующем ряду я их сокращу до 3. Вот сейчас 5-ю петлю подниму на спицу.
Не спешите здесь, поднимайте так, еще раз повторюсь, чтобы не было дырочки. В любом случае, если у вас дырочка окажется, то вы просто иглой ее стянете. Но это дополнительная работа и не очень удобная работа. Так? Вот смотрите, в следующем ряду я из 5 сделаю 3, так как мне нужно по схеме, поскольку у меня пальцы очень тонкие. Если у вас пальцы потолще, то вам сокращать ничего не надо. Вы оставите себе просто-напросто побольше петель. Так, вот смотрите, второй ряд. И здесь вяжем все петли лицевыми. Я повторюсь, провяжу себе 3 ряда. И вот во втором ряду я просто из 5 поднятых петель делаю 3, потому что столько мне надо по схеме моего расчета, поскольку я хочу себе на безымянный палец взять 5 плюс 5, так, по схеме 10 получается, плюс 3 петли и плюс 2, значит 15 петель у меня должно получиться. Потому я вот здесь делаю вот так же, как по схеме, из 5 поднятых вывязала 3. Все, у меня здесь 3 петли. Я провязала 3 лицевых ряда. Теперь смотрите, оставляю пальчики только на петельки только на безымянный палец. Вот 3 петли, так, которые мы подняли здесь, 5 петель, 5 петель и 2 петли будут воздушные. Остальные петли я одела на дополнительную нить. И сейчас работаем только с петлями безымянного пальца. Вот эти петли 3 я одеваю на одну спицу. Здесь выйдет 5 плюс 3, 8 петель, потому что на вторую спицу я согласно схемы сделаю 2 воздушные петли. Так, сейчас все покажу, чтобы вам было понятно. Повторюсь еще раз, если вы, например, ребенку делаете меньше петель, ну то, соответственно, здесь импровизируете, делаете меньше петелек. Я вам размеры своей руки обязательно дам. И у кого похожие размеры, даже на 2-3 сантиметра шире рука, можете спокойно делать, потому что перчатки растягиваются до такого вот размера. И вяжем все петельки лицевыми за переднюю стенку. Вот на одной спице у нас будет 8 петель, на второй спице будет 7 петель. Так, здесь у нас пока есть только 5 петель. Но мы сделаем 2 воздушные согласно схеме. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем 2 воздушные петли. Вот так же, как я вам показывала, покажу еще разок. Вот. 1, 2, как бы делаю такой намот и протягиваю одну себе петлю. Вот так вот. 1 и вторую. Точно в такой же способ. В принципе, я и на подмышке так набираю. Если кто-то и подписан на мой канал, то вы видите, мне очень удобно. Может, у вас есть свой какой-то способ. Просто делайте воздушный набор. И теперь провязываем наша работа на 2 спицах. 3 мы вяжем лицевой гладью на ту длину, которой длины наш с вами безымянный палец. Сокращение делаем в каждом лицевом ряде, то есть не через ряд, а в каждом ряду по 2 петли вместе с наклоном вправо и лево. Я повторяться не буду. Кто не понял, вернитесь к мизинцу и посмотрите, точно так же каждый пальчик мы сокращаем. И так вот вяжете до момента, когда у вас будет видно только кусочек вашего безымянного пальца. Делаем сокращение. Единственное, что покажу, смотрите, у нас на одной спице было 8 петель. То есть здесь, понятное дело, что останется 4. Так, и мы делаем обычным сокращением с наклоном вправо и лево. Вот так вот. И у меня осталось 2 петли. На другой спице у нас было нечетное количество, то есть 7 петель. Соответственно, в конце
у нас должно остаться тоже 2 петли. Ой, простите, выпало. Сейчас оденем. Так. Вот, в предпоследнем ряду у нас будет не 4, а 3 петли. И мы делаем так. Я думаю, понятно, но если меня смотрит новичок, то лучше вам покажу. Вот, мы 2 петельки вяжем вместе с наклоном вправо, то есть без изменений. А третью петлю просто провязываем лицевой с наклоном влево. Вот, и у нас 4 петли. Ну и, соответственно, точно так же, как мизинец, иглой стягиваем наши петельки. Все точно так же, здесь останавливаться не буду. Ну и вот, у нас 2 пальчика уже готовые. Дальше берем пальцы на безымянный, на средний палец, простите, и на большой палец. Согласно схеме, у нас на средний и большой палец, указательный палец, так, будет по 6 петель, по 12. 6 и 6, так, на средний 6 и 6 петелек. И на указательный тоже 6 и 6 петелек. То есть сейчас мы с вами, согласно схеме, должны поднять 2 петли. Сразу вам говорю, что поднимите больше, чтобы не было дырочек, и потом сократите до 2 петель. И воздушная будет только 1 петля. То есть чтобы делаем таким образом, чтобы у нас вышло тоже 15 петель. Вот смотрите, я снова подняла не 2, а 5 петель, чтобы не было дырочек между пальцами. Но потом в следующих рядах я буду их сокращать. И сокращу до момента, пока их останется 2 петли. Так, потом их разделю на спицу. Вот я подняла здесь 5, но, повторюсь, их мы сократим. Так. Дальше у нас 1 воздушная петля. Вот, 1 воздушную петлю вяжем. И вяжем петельки по кругу. Вот наши поднятые петли 5. Мы их будем сокращать. Так, чтобы у нас вышло с вами 2. Поскольку здесь 5, то мы сократим 1 раз 2 петли. Вот. Потом 1 петлю провяжем как бы еще разок. Сократим, чтобы тоже как-то это выглядело. И вот 3-я петелька. Потом в следующем ряду мы снова сделаем сокращение. Вот 1 петлю провяжем 1. Так. Ее переснимем на одну сторону. И 2 петли вяжем вместе лицевой. И тоже ее переснимем. То есть, чтобы у нас осталось вот. Чтобы у нас осталось 2 петельки. Так. И теперь уже на 2 спицах, с одной стороны 7 петель, с другой стороны 8 петель. Вяжем точно так же, как и предыдущие пальчики, все петельки лицевой по кругу. Потом сокращаем наши в каждом ряду петли. И теперь у нас остался указательный палец. На указательном пальце у нас на данный момент 6 и 6 петель. Плюс 3 петли мы должны оставить вот здесь. Вот. Повторюсь еще раз, мы поднимем больше петель, столько, сколько вам нужно, чтобы не было дырочек между пальцами, а потом сократим до момента, чтобы было только 3 петли. Так, вот смотрите, вот у нас я подняла на данный момент, по-моему, 4 петли, а мне нужно, чтобы было 3 петли. То есть я 2 петельки вместе сокращу, и у меня будет как бы 3 петли. И теперь разделяю эти 3 петли на 2 спицы. То есть на одну спицу я даю 1 петлю, на вторую 2. И у нас выйдет на одной спице 7 петель, на второй 8. И наши 15 петель указательного пальчика, вот, здесь воздушных петель не будет. Понимаете, так? Вот наши петли указательного пальца мы точно так же вяжем лицевой гладью в каждом лицевом ряду, то есть в каждом ряду сокращаем. Вот наши пальчики готовы.
Очень обязательно, и это очень важно, меряйте, все меряйте на свои ручки. Так, и теперь большой палец. Мы оставили 12 петель, то есть на дополнительную нить, помните. И дополнительно мы еще подняли со стороны пальцев 4 петли. Так, то есть у нас получается 16 петель на большой палец. Если у вас пальчик потолще, тогда вы делаете, добавляете больше себе, соответственно, петель. Но я думаю, на размер мой и плюс 3 сантиметра абсолютно можете спокойно себе вязать, потому что подойдет тоже. Перчатки очень хорошо растягиваются. Так. И здесь наши петельки вяжем на ту длину, которая нам нужна, и сокращаем точно так же. И теперь померяю нашу рукавичку. 8 сантиметров ширина резинки, 3 сантиметра высота резинки. От резинки до среднего пальца 18 сантиметров высота, сам пальчик 8 сантиметров, мизинчик 5 сантиметров, большой палец 5 сантиметров, ширина 3 сантиметра. Здесь тоже 3 сантиметра. Мия, отойди. Мизинчик 2,5 сантиметра. Все остальные пальчики по 3 сантиметра. Так, вот здесь вот анатомический расчет на ладонь. Покажу. 10 сантиметров ширина. Сама моя кисть 16 сантиметров. Ладонь 18,5 сантиметров. Ширина моего большого пальца 6 сантиметров. Здесь тоже 6 сантиметров. Мизинец 5 сантиметров. Безымянный тоже 5 сантиметров. Высота пальцев вот самого большого 8 сантиметров. Но еще раз повторюсь, очень хорошо растягивается. То есть если у вас все размеры даже на 2, я думаю даже на 3, ну на 3 нет, на 2 сантиметра побольше, то можете вязать все точно так же, как у меня, потому что растягивается хорошо. Можно и на 3, но будет сильно натянуто, не знаю, будет ли вам удобно. Так что на 2 сантиметра, если у вас все шире, то, конечно, делайте точно так же. Так, еще раз повторюсь, что перчатки очень-очень пушистые, но делайте себе подлиннее резинку, повторяю вам, потому что я просто показываю вам мастер-класс из того, что у меня есть. И теперь покажу левую рукавичку. Вот я провязала себе 10 рядов резинки на левой рукавичке. Вы провяжете обязательно больше, потому что покупайте 2 мотка сразу ниток. Так? И теперь смотрите, на правой рукавичке я делала наклоны, прибавки с наклоном влево, а здесь на левой рукавичке я буду делать прибавки с наклоном вправо, и расчет у нас будет немножко другой. Почему? Потому что, смотрите, вот здесь мы оставляли на пальчик 12 петель, а в левой рукавице наоборот. Мы будем оставлять 12 петель вот на палец. Вот эти петли будем оставлять на палец. Так? И прибавки будем делать не после маркера, как в правой, а перед маркером. И с наклоном уже вправо, а не влево. И наклон будет немножко отличаться. Я вот этот момент вам покажу. Вот мы с вами довязываем петельки нашей ладошки. Так, здесь 10 петель. За маркером у нас 12 петель на пальчик. Вот. И перед маркером, смотрите, в правой рукавичке мы делали наклон, поднимали петлю с протяжки. Вот в такой вот способ. И за заднюю стенку вязали. Так? А здесь наоборот. Мы делаем наклон вправо, потому левой спицей входим вот так вот как бы на себя. Видите? И за переднюю стенку вяжем скрещенной лицевой. И вот в такой вот способ за переднюю стенку вяжем лицевой скрещенной. И это у нас будет прибавка с наклоном вправо. Так, вот такой вот способ. То есть мы на ладошке прибавляем наши петельки. Сейчас сниму и покажу вам еще разок. Такие прибавки делаем в каждом втором ряду, пока не прибавим 12 петель. И у нас на спице перед маркером не будет 22 петли. Вот.
такой вот способ. И за переднюю стеночку мы вяжем лицевой. Вяжем 24 ряда. В каждом втором ряду делаем прибавку. То есть у нас прибавим перед маркером спицы 12 раз петли. Так? И сейчас после маркера это мы вяжем 12 петелек, петли на большой палец. Вот смотрите снова. Вяжем все петли лицевыми. И перед маркером снова делаем прибавку. Повторюсь, в каждом втором ряде. То есть один ряд без прибавок, второй ряд с прибавками. Покажу еще разок вам прибавку. Вот наша прибавочка. И за переднюю стенку в правой рукавичке мы вязали за заднюю стенку за маркером. Здесь перед маркером за переднюю стенку. Вот. И вот вам пример того, что обязательно обращайте внимание, чтобы все наши ниточки были протянуты. Поскольку мы вяжем в 3 нити, 2 основные и 1 дополнительная, то чтобы не осталось вот такого момента, как у меня получилось сейчас на камеру. Так, показываю еще раз вам прибавку. Прибавка левой рукавички с наклоном вправо. Вот так. И за переднюю стенку скрещенной лицевой вяжем петельку. Вот. Так. И за маркером у нас будут петли большого пальца. Все остальное делаем точно так же, как и в правой рукавичке. Снимаем петельки на большой палец. Кстати, у меня погода сегодня, не поверите, в Польше обычно очень редко снег. Но сегодня, как по заказу, к моим пушистикам, вот такой вот классный снежок падает. Знаете, такая атмосфера приятная. Вот правую рукавичку я уже вам могу показать, чтобы был красивый фон, падающий снег. Девочки, простите за мое бла-бла-бла, но не могу вам не похвастаться. Вот такая похвастушка. Смотрите, перчатка без ВТО, а вот как бы на воздухе свежем еще такая влажность, она просто на глазах распушивается. Я не знаю, видно вам или нет, но она распушивается, как бы оживает на глазах. Но вот тут еще такая прекрасная погода. Я так скучаю за настоящей зимой. Ну вот, наконец-то хотя бы в конце февраля у нас показался снег. Я хотя бы вспомню родину и вспомню, как это снег. Поскольку моя родина – это северная часть Украины. Эх, ностальгия. Ну, а мы едем, девочки, дальше. А это, девочки, фрагмент о экономии. Вот такой вот маленький клубочек у меня ниток остался, и мне надо было связать еще один указательный палец. Так что нервишки мне немножко пощекотало, но, к счастью, мне хватило как раз на этот палец. Так что... уложилась в один моток. Но вам, девочки, прошу, заказывайте 2 мотка, чтобы был релакс. И никакого стресса. Так что вот так вот. Вот мой капор, а вот мои пушистики после ВТО. И это я их еще не начесывала. И скажу вам так, девочки, что начесывать не буду. Поскольку это рукавички, я могу взять сумку в руки, могу за что-то держаться. То есть я не хочу, чтобы было катышек. Потому я рукавички не стирала абсолютно в горячей воде. И, наверное, не буду начесывать, разве что с тыльную сторону. Так что, девчонки, если вам мой проект понравился, ну поставьте же мне хотя бы пальчик вверх, подпишитесь. 90% моих зрителей не подписываются. Подпишитесь, пожалуйста, мне будет очень приятно. Ну и что, на этом я, наверное, буду заканчивать. Вот такие пушистики у меня получились из одного моточка. Еще раз повторюсь, заказывайте 2 мотка, чтобы не было стресса, что чего-то вам не хватит, и резинку вяжите подлиннее, будет теплее и удобнее. В принципе, они и так очень красиво смотрятся. К капору вообще, девочки, скажу вам, я очень довольна. Я не вяжу на заказ, все вяжу для себя.
или же на подарок, или же моим родственникам. То есть очень красивое изделие, пушистое, практичное, теплое и вам пригодится. Но вот здесь, конечно, не хватает немножечко подлиннее резинки. Вот такое вот изделие мое. Ну и что, девчоночки мои, мы с Мией вас обнимаем. Всего вам хорошего, мира, радости и до новых встреч, до новых проектов. Жду вашу подписку и лайк. И комментарий, если что-то не так. Помните, я не обижаюсь, если это грамотно написано и действительно несет какой-то смысл. Ну и все, пока-пока, до новых встреч.